Всем чао-чао, меня зовут Кичигин Эдуард. И эта тема про скетчинг, про рисование пером и тушью и про разные такие штуки. Буду вот этим пером звездочка, оно крутое. В этом скетчбуке Виндзор и Ньютон, он немножко уже покоцан. Равно фрагментарно шикарный. Такой. Люблю хорошие материалы, от них, просто много зависит. Ты-дын, ты-ды-ды-дын. Такая будет экспериментов тьма. Для начала, про мой рабочий скетчбук, я думаю, буду проговаривать, и показывать, что я делаю, как я делаю, чтобы не представляться лишний раз, а вся эта история, была под рукой зрителя, кому интересно, откуда вся моя информация, где ее ноги. Немножко так тын-тын-тын-тын-тын-тын. Все проектные скетчбуки. Вот такая вот история. Но это проектная графика, много творческих штук. В общем, вот к этому я веду, и вот такой вот я рисую. А сегодня будет... Сегодня снова порисую девушку. Для зрителей моего канала это не новость. Где я черпаю вдохновение? А вот в том направлении, да. И это такая магия. Тык-тык-тык, тыдык. И как она продолжается на листе. Слышите шур-шур? Такой кайф. В скетчинге пером и тушью такое огромное количество удовольствия, невероятного, материального, настоящего кайфа. И красоты самого инструмента, как он двигается по бумаге, какие он оставляет следы. Невероятное что-то. Я как только начал этим заниматься, так и не могу теперь с этого соскочить, потому что это невообразимо прекрасно, да. И еще немножко, как это все ложится на лист, как это все потом работает с водой. Это невероятные штуки. И как образуется форма, местами почти сама. И сейчас я еще принесу туда тему с размытием чернил. Сейчас только выставлю анатомию симпатичную и какую-нибудь такую дерзкую. Классно же, когда перо пляшет прям по бумаге. Обалдеть. Такой образ получается. И теперь я попробую принести туда немного тенеобразования. У меня вот в этой кисти просто чистая вода. И размываю эти чернила. Вот такая техника рисунка. Такие корни моей техники скетчинга, они лежат в такой итальянской традиции, потому что я очень-очень-очень много практикую в Италии. И это архитектура и пейзаж, вот эти вся проектная история. Я ищу прямую дорожку, хорошую дорожку туда, чтобы рисовать быстро проект, чисто, симпатично, сразу же показать клиенту, как это может быть симпатично, как это может быть красиво. Это все вот такая вот итальянская история, и корни моей техники там. Вот эти чернила симпатично, симпатично, я люблю это слово, да, высыхают, размываются и образуют то, что с другой стороны, с одной стороны очень эффектно, с другой стороны очень просто. Для меня это супер важное упражнение в моем скетчбуке. Это то, что вот капля, вот эта драма, вот это тот драматизм, про который я часто говорю на своих курсах, потому что движение пером, оно такое. Ты не можешь его сделать неправильно, ты должен научиться рисовать правильно сразу, рисовать эффектно сразу, без вариантов.
С размытием чернил может в какой-то степени тебе помочь, но все равно вот это вот ощущение драматизма. Драматизма такой не проблемы, а драматизма текущего состояния жизни. Вот этого момента, который только сейчас. Вот ты его делаешь пером, и вот каким ты его сделаешь, такое оно и будет. По-другому не будет никак. Как ты нарисуешь, такая и будет вот эта вот жизнь у тебя на листе в скетчбуке. И еще немножко туда, в путь за чернилами. И вот это вот все начинает высыхать. Я чуть-чуть уточняю форму, прорисовываю, ну, такие важные для меня детали. Я, наверное, не буду рисовать ее всю, а ограничусь такими фрагментами, которые показывают общую динамику фигуры. С разных ракурсов покажу, как это все работает. Мне безумно нравится вот эта вот техника. И у нее серьезная такая, прям историчная основа. В моей картине мира это совершенно превосходно. Я надеюсь, и для вашей картины мира это интересно. И вот это вот рисование фигуры в моем скетчбуке — это идеальные для меня упражнения по формулированию красоты. Потому что тело, женское тело — это как драйвер, как газолин для мозга, для того, чтобы научиться видеть, ну, в жизни прекрасное. Это как ключ, как секрет к тому, как можно считать такое понятие, как красота. Вот оно заключено, с моей точки зрения, во многом в том, насколько прекрасны девушки. Если вам рисовать легко, и вы получаете от этого удовольствие, то результат на бумаге стопудово становится намного более симпатичным, чем если бы вы шли там через какую-то длительную историю преодолений, подвига. Ну, это то, что характерно для такого более русского подхода к жизни, когда ты делаешь подвиг и потом собираешь обильные результаты после этого. А итальянский подход — это когда ты проходишь вот этот вот путь, который русский, может быть, проходит на подвиге, а итальянец, может быть, проходит тоже на подвиге, но на удовольствие плюс еще. И поэтому вот я за кайф рисования и всякие вот такие вот составляющие штуки, которые приносят радость жизни, удовольствие, много удовольствия. Привычка к этому удовольствию, она потом переходит в работу. Ну, то есть моя работа архитектора, пейзажиста, ну, создание проектов, концепций, идей, пейзаж, архитектура, урбанистика, вот, ну, то, что вы видели в самом начале на листике, оно для меня может быть даже очень легко. При очень больших усилиях оно может быть для меня легко, потому что я прохожу это на удовольствие, на таком восторге и радости жизни, чему я так научился в Италии, в чем они сильны, конечно, да. Вот, и меня для моего скетча очень устраивает то, что получилось сейчас. Она эффектная, она лаконичная, она дерзкая, она классная, крутая. И отлично лежит в моем скетчбуке. Сейчас, наверное, я заведу отдельный скетчбук для того, чтобы рисовать фигуру. И вот я посмотрел, и нормально ложится чернила туда, и бумага хорошо их держит. Ну, наверное, только на одну сторону. Сейчас покажу. Мой рисунок с размытием водой. Смотрим на другую сторону. Ну, то есть вот на этой, на другой стороне я, наверное, рисовать уже не буду, потому что пробило насквозь воду. Если бы я рисовал просто графикой, то с тем листом, ну, с обратной стороны нет проблемы. Но если я использую воду, это, конечно, бумага не предназначена для воды. Но я хочу использовать здесь воду, и ничего со мной не сделать. Вот, это был виндзоровский скетчбук. Вот он. Такой, кому интересно. И на нем кайфовая надпись позади. Кстати, на нем рисовал в чистой графике. Такие упражнения ландшафтные. Вот эта вот фигура. Такая эффектная.
тыдын. Поэтому есть видеоурок у меня на канале. Как драматично, вот эта лужа маленькая, симпатичная, аккуратная, разошлась в пятно, потому что я закрыл его, и вот оно здесь отпечаталось, и вот здесь размылась драма. Ну ладно, что делать теперь. В общем, вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура и все эти штуки, которые я показывал в самом начале видео на том большом листочке. Вот я делаю такую историю по России. Пока мы сидим здесь, пока не выезжаем за границу, я изо всех сил стараюсь сделать как можно больше полезного контента для моей родины. Ну а когда откроют границы, я надеюсь, куда-нибудь уже поеду скоро. В общем, вот. Смотрите там в описании к видео много всяких этих очень полезных видосов. И скоро будет мой курс, надеюсь, по скетчингу, где я буду показывать все вот эти вот тонкости, секреты, как складывать алгоритм, чтобы вот это все получалось легко, чтобы это приносило вам удовольствие. Я это обожаю, я этому научился, и вот тоже буду показывать, как это все работает. Всем чао-чао, пока.